Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы вам рассказывали и показывали, как мы 21 и 22 апреля высадили здесь рассаду томатов. И вот пришел день, сегодня 26 апреля, убывающая луна в знаке рыбы. И пришло время, когда их нужно полить. Первый полив. Смотрите, вот без полива они темно-зеленые стоят такие, мощные. Они уже столько дней, а это уже 4 дня, находятся в поиске влаги. Корневая система развивается. Видите, они какие уже становятся. Там большая, все-таки большой горшок и много корней. Питание хорошее, и сейчас дадим им самое-самое вкусное. Я один раз только использую вот этот полив после посадки рассады, вернее, после нескольких дней, когда высаживаем рассаду, и затем проводим вот такой замечательный полив. Сейчас расскажу, из чего он состоит и как нужно полить. Здесь тоже очень важно правильно все это сделать. Бочечка на 5 ведер, то есть 50 литров воды. Есть несколько бочечек, но целый день они были на солнышке. Теплая здесь водичка прогрелась. И вот мы купили молоко. В конце рынка, то есть завершение базара, сейчас молока очень много. Коровки уже на пастбище. И, естественно, можно купить очень дешево молоко. И 20 гривен даже за литр. А в этом молоке находится вся таблица Менделеева. Все нужное питание для малышей. А наши помидоры — это малыши. Что мне надо? На 50 литров воды я отправляю, у меня на 10 литров обычно 250 миллилитров, самое больше 300, но я не увлекаюсь и не советую вам, кстати, увлекаться. Я когда-то, когда у нас была корова, просто такой был у меня пример, так еще можно, когда мыла ведро и выливала, у меня был рядочек, все, достаточно, рядочек растений, и с края вот брала, помыла ведро и вылила водичку на эти растения. Так вот, с той стороны, где были вот эти сливы воды с ведра, у меня такие были красивые помидоры и огурцы. А с той стороны, где не было, было только полив водичкой простой. И с той стороны совсем другой урожай, и растения очень слабые были. Ну, по сравнению с теми, которые пили молочко. Вот смотрите, оно становится вот такое светленькое. Вот, теперь набираю водичку, эту питательное вещество. Это вкусное детское питание. И мы сейчас идем, еще нужно правильно полить, не просто так. Итак, помните, мы их лежа высаживали. Корни все у нас в верхней части. Почему мы не вкапываем землю? Потому что нам нужно для корней всегда теплая почва. Когда уже будет жарко, мы ее замульчируем. Но сейчас и в верхнем слое, кстати, здесь все питательные вещества. Все наше удобрение, которое мы вносили заранее, это была солома. Ну и затем при посадке вы видели целый набор. Ну вот у нас корневая система вначале будет образовываться, вот смотрите, вот здесь. Тут у нас, вот если помните, вот так, это у нас были корешочки из горшочка. Вот здесь просто земля. Что мы хотим добиться? Мы берем вот так вот. Здесь у нас корни. И проливаем вокруг. Для чего я это делаю? Не только в одном месте где-то, а проливаю вокруг. Это дает возможность, чтобы корни, во-первых, тянулись к водичке и к питанию этому, и развивалась дальше корневая система. Можно было бы, да, вот здесь у нас корни, я просто показываю, да, и все, и полили бы, и все. Мы же создаем вот эту хорошую базу для всей корневой системы. Вот проливаем вокруг, где-то сантиметров получается по 15-20 от корней, где находится стволик, где будут будущие корни, тут же образовываться будут новые корни. И мы вам показывали, если хотите, у нас есть канал, на канале плейлист томаты, и мы выкапывали, и это все у нас было в корнях. Вот таким образом сейчас всем растениям дадим водичку, польем буквально вот вокруг, не под само растение всю водичку, а вот это питание мы используем вот здесь можно таким образом. Вот так когда-то, благодаря тому, что была корова, мы
открытие сделали. И с тех пор я делаю всегда именно первый полив. Добавляю вот на 10 литров 250. И если есть больше молока, у меня просто такая сегодня попалась распродажа в конце рынка. И я ставлю 250 миллилитров. Можно 300 даже, если что. И вот эти, увидите, растения у нас на канале есть, как они дальше развиваются. Дальше будут поливы просто с водой, потому что в земле есть достаточное количество питательных веществ. Здесь у нас солома с осени в земле, далее курнык, это куриный помет, специальное удобрение такое, которое производится в Украине. Еще у нас мясо, костная мука, кормовые дрожжи и рыбная мука. В общем, целый букет питательных веществ, которые необходим для того, чтобы получить здоровые растения, а затем экологически чистые плоды. Раиса Гориченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Будьте здоровы, мира и добра вам!